Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, сегодня по многочисленным вашим просьбам отвечаю на ваш вопрос. Закрытие каналов Медведчука в Украине – это хорошо или плохо? Для тех, кто любит ставить дизлайки, говорю сразу, это очень хорошо. Ставьте дизлайк и уходите. А с хорошими людьми я бы хотел обсудить, почему это, что, как, где я боюсь, и при этом затронем пропаганду Беларуси и пропаганду России. Приятного просмотра. Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, сегодня поговорим и про Украину, и про Беларусь, и про Россию. Потому что будет все крутиться вокруг телевидения, пропаганды. Сами понимаете, в Украине тема с закрытиями канала Медведчука, ну, это стало номер один. Много вы писали в комментариях, я вам отвечал все, что я думаю по этому поводу. Теперь, наверное, сейчас я закрою Телеграм, чтобы вам тут не пиликало. Теперь я лучше вам расскажу свою версию, свое видение развития событий. Мы с вами 2 месяца обсуждали, я говорил, что, понятно, у нас большинство населения еще с 2014 года не смотрит телевизор. Но есть категория людей, которые смотрят телевизор. И у нас все телевидение подчинено олигархам. Естественно, кроме развлекательного контента, каждый подает новости, все, что происходит, в зависимости от развития политической ситуации, своих там народных депутатов, групп и тому подобное. Но есть у нас группа телевидения, где я вам давно говорил, что она полностью российская, принадлежит Медведчуку, все это знают, никто не скрывает, он там ведет свои передачи, кум Путина, у нас идет война, он рассказывает, что все плохо, а спасу мир только я. И внутри у всех было противно от того, что они работают. Но ты понимаешь, что вроде ж свобода слова, надо высказывать мнение. Скажу сразу, я считаю, что их закрыли правильно. Единственное, так как это сделано, может быть, мы чего-то еще не знаем и есть какие-то документы, что основать это надо. Это сделано неправильно. Гораздо лучше было бы им выносить какие-то предупреждения. Их можно было 100%, я уверен, закрывать по закону. Потому что то, что они рассказывают про украинскую армию, то, как они любят Путина, любят Лукашенко и все остальное. Ну, не будем про любовь к Путину и Лукашенко, каждый имеет право на свое слово. Я говорю о том, как они хаят украинскую армию и как они рассказывают вещи про Донбасс. Вот с такими глазами никого не видели, ничего не знаем, русских нет и тому подобное. И это очень плохо. Я у себя в телеграм-канале, спасибо, что после прошлой серии столько новых подписчиков, написал, что со знаком вопроса, неужели у Зеленского появились яйца железные? Понятно, что без согласования, не знаю, там с сильным, как там кто-то говорил, авианосцем, это бы, наверное, не произошло. Но я тут переживаю больше даже о другом. Мы уже настолько привыкаем к многоходовочкам этих политиков, что лишь бы это не было какой-то очередной пиар-акцией игрой. Потому что, не знаю, это, наверное, там первое решение Зеленского, которое поддерживает большинство. Но здесь меня волнует другое. Вот смотрите, я вам покажу видео, как ОПЗЖ, партия Медведчука, кстати, Медведчук, кум Путина, стоит на трибуне Верховной Рады. Рядом увидите Рабиновича и кум Путина. Как они борются за свои телеканалы. И особенно хочу обратить внимание в конце, что меня настораживает. Ведь они же должны там рвать на себе тельняшки.
А они хохочут от своих заявлений. Ну, посмотрите. Ми ініціюємо процедуру імпічменту президента Зеленського, що познущався над виборцями і над країною. Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір – зелений. Але як наші діди та батьки свого часу зупинили і перемогли фашизм, ми, їх нащадки, зробимо те ж саме і переможемо. Но пасаран, фашизм не пройде. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол. Вставай, страна огромная. То есть меня тут насторожило, что им настолько весело, что они готовы к судам, они понимают, что они их могут выиграть. А чтобы они их не выиграли, значит, СБУ должна предъявить доказательства. Сейчас рассказывают о финансировании там ЛДНР и всего на свете. Но им весело. Дальше мне понравился, там есть у них такой персонаж, говорящая голова или Акива, который 5 лет назад кричал везде, что надо Донбасс выжечь, зачистить и под ноль. А теперь он в партии Медведчука. Уже наоборот. Надо бороться с украинской армией и все. Ну, то есть деньги делают все. И вот он интересную сказал фразу, что они будут делать по телеканалам. Если смотреть это один кусочек, можно комментировать совершенно по-другому. Илья Кива, депутат ОПЗЖ, сказал, что надо делать российскому народу после ареста Навального. Беспрецедентный случай, когда власть замахнулась на свободу слова. И право жить в этой стране сегодня нужно, что уже сегодня выбаривать. Поэтому в данном случае поднимайтесь, вставайте, блокируйте здания государственных администраций, выходите, перекрывайте дороги, потому что если мы позволим пропустить, то завтра придут за нами. Ну, понятно, партия Медведчука говорит, что надо делать на Украине. В России за эти слова, я думаю, его простреляли и отвезли очень далеко. Хотя СБУ тоже может заняться таким персонажем. Ну, у нас свобода слова. Он так мыслит, может говорить. Поэтому шансов, как люди б не злились на Зеленского, свергнуть его нету, потому что ну, вот такие персонажи к этому призывают. А это шансов 0. Дальше, смотрите. Я бы с вами хотел обсудить такого персонажа. Давайте перейдем к Республике Беларусь. Батька там опять сказал, что он богоизбранный, и президентами только могут стать богоизбранные, и ими не рождаются. Но что касается пропаганды, мы всегда говорили Озаренок, и самый яркий персонаж, сумасшедший. Но вы всегда просили прокомментировать Голикова. Голиков вылез на телевидение, я скажу, что он гораздо опаснее Озаренка, потому что Озаренок разговаривает с космосом, вот, и ему все равно, какой ересь и бред нести, то Голиков гораздо тяжелее персонаж, он ближе к Соловьеву, у него подвешен язык, он хорошо разговаривает, и он на самом деле очень опасный человек. Он на этой неделе, я не буду вставлять все, я покажу просто украинцам, белорусам, россиянам, что ихняя пропаганда. Он выступил к ебатькам и сказал: ебатьки, что ж это за капец, уже прошло полгода, в стране нет порядка. Только мы наводим, вы все кричите, это жестоко, а мы не наводим, так у нас все красно-белое. Как же с этим надо бороться? Пойдите, побейте окна у всех, забросайте всех 1000 снежками. Нас же кричит 97%, ну как и у Путина, а их-то нету. Все держится только на силе и на пропаганде телевизионной. Все, поддержки у этих двух диктаторов, у здравомыслящих людей, она полностью сведена к нулю. Там просто нет таких. Либо рабы, либо прикорытники. Я бы касту
этих чернокнижников не называл прикорытниками. Это просто собаки, шакалы, которые бегают. И как там, отделы идеологии с ними поработали очень сильно, что для них любой человек, который вышел на улицу, а тем более, если он пустил красно-белый шарик, это уже враг народа. Все. Ну вот смотрите, ведь видно, насколько он сам уже бесится, что ничего власть не может сделать, потому что тех людей, которые мирно хотели выйти, показать, что нас много, их развозили по тюрьмам. То же самое сейчас происходит в России. Если они уже просто в окнах вывешивают БЧБ, то не находятся толпы людей, которые бы бегали, которым разрешено с красно, там, как они, зелеными флагами, и доказывали, что вы из Магары плохие. Но мне больше нравится его истерика, смотрите. Что еще нужно показать, чтобы при криках «Живи Беларусь» в Новой Боровой в дорогие стеклопакеты полетели булыжники? То есть пропаганда уже просто кричит в телевизор. Что надо придумать? Что вам надо еще показать, чтобы полетели во все стекла БЧБшные камни? Чтобы если вы увидели эти гулящих, скажем, людей во дворах, чтобы вы их забрасывали миллионами снежков. Они же просто понимают, их настолько мало, что если пойдет просто обычная война снежками, их не забросают снежками. Их просто засыпят за 10 минут, их даже не видно будет, они будут просто снежной горой. Такой перевес у людей, которые против диктаторов в количественном плане. Также вчера задержали подростков, запускали бело-красно-белые шарики. А почему нельзя запускать бело-красно-белые Они шарики? участвовали в одиночном пикетировании. А почему бело-красно-белые шарики нельзя запускать? Красно-зеленый, вы их не трогали. Бело-красно-белые. А почему нельзя запускать бело-красно-белые шарики? Поэтому вы можете запускать, но потом будете доказывать свою невиновность в комиссии по делам несовершеннолетних. Моя беседа носит рекомендательный характер, согласно действующего законодательства. А запускать шарики считается ответственным? Ну, Незаконно. Бело-красно-белые шарики. Не зарегистрированные Это все. Не зарегистрированные Это шарики или флаг? Я им поставил, что даже дети понимают тот уровень кошмара, что когда у тебя 97%, как диктатор Лукашенко говорит, ну пусть 80%, что у тебя не возникнет никогда в жизни проблем с любыми шариками любого цвета. Тебе абсолютно все равно, потому что у тебя 80%, и тебе то, что там что-то, кто-то пускает шарики, фиолетово. Но когда 90% населения пускает бело-красные шарики, это тебя бесит. И ты хочешь, чтобы этого не было видно. Потому что выходят вот такие персонажи. И вот счастье у Лукашенко наступает. Короче, самые главные, самые лучшие президенты мира – это Александр Григорьевич Лукашенко, президент мира, и Владимир Владимирович Путин. Других я не знаю, их равных, и знать не хочу. Он проамериканец, он там все, он все же американец, он полностью с ними. Такие миллиарды ему творили. Кому, Навальному? Да, а теперь он отрабатывает их, он их отрабатывает. А если он В смысле он их отрабатывает? Работает, как же? Развалить ему дали с условием, что развалится все, что все рухнет, что он пойдет поперек Путина туда-сюда. Вот он и творит, вот он вытворяет. Ничего у него не получится, я тебе еще раз говорю. И такая же страна наша, чтобы допустить это. Мы уже ученые, так вот, жизнью, гадостями всякими. На нас кто только не шел, ни хрена никто ничего не сделал. Вот только сопляки разве начинают голову поднимать. Значит, надо меры принимать. Ну, иди сюда. И что ты сделаешь? Ну, бесполезно. Даже не хочется с этими бабушками спорить. Они живут в другом мире. Они, вернее, даже другого мира не видели, что он бывает, кроме 200 метров налево, 500 метров направо.
и в продуктовом магазине есть хлеб, хорошо. О, еще и молоко привезли. Все, слава богу, страна сыта, богата и счастлива. А вот второй бабули, где Навальный американец, вы же представляете, насколько имеет влияние телевизор. Единственное, радуют иногда трезвые мысли обычных людей, хороших. Вот тут мне прислали, что девушка думает по поводу комментаторов ебатика и путик. Слышите, ботяры кремлеботские, к вам обращение. Вы представляете, какую услугу медвежью вы оказываете своим хозяевам? Зля народ, раздражая его еще больше. Когда вы пишете человеку, который работает, иногда работает на 2 работах, ищет подработки, чтобы прокормить семью, что иди работай, себя не пробовали, начните сами что-то делать. Что делать? То есть помимо того, что люди работают, платят налоги, они должны сами идти ремонтировать больницы, строить дороги? Вы злите людей. Вы взращиваете ту ненависть, которая сейчас выливается в то, что выливается. Очень глупо. Ну, трезво, классно. И обычным человеческим языком женщина сказала. Но после нашего последнего видео про жесть, которая была после ареста Навального, я говорил, в России Путин будет гораздо жестче, чем диктатор Лу, потому что еще неизвестно, там пересажают вообще. Ему все равно, он сейчас ГУЛАГи начнет строить. Но вот мне нравится уровень пропаганды. Им же надо все зверства Беркута поддерживать и рассказывать, какие они классные. Вот мы с вами в Ютубе видели видео, какой был на букву кошмар, короче, в Москве, и как людей в Москве и Питере избивали. Самое ж круто выходит пропаганда. Ведь для нее те, кто убивают, это святые, потому что вот они открыто этим свинкам отойти не дадут. Девушке в Москве стало плохо. Рядом был боец ОМОНа. До машины с ней на руках едва ли не бежал. Скорым, которые вставали в пробках на узких улицах, сотрудники в буквальном смысле расчищали дорогу. Приходили на помощь и автолюбителям. Домкрат, запаска. Девушке-водителю внедорожника разгвардеец оперативно заменил колесо. Эвакуатор не потребовался. Вот так вот, друзья. Вы понимаете? Митингов не было. Огромное количество космонавтов надо для того, чтобы переводить бабушку через дорогу, чтобы чинить колесо, чтобы, я не знаю, там роды принимать мгновенно. А они просто идут избивать и убивать своих людей, потому что сейчас все больше и больше выплывает из России фактов пыток, издевательств, просто полной жести, где в 21 веке люди из-за того, что живут с фразой «и так сойдет», и прозевали момент, когда наступало все это цементирование, окажутся в концлагере. И ГУЛАГи будут опять. Вы же видите, у них же идет уже лет последних 10, наверное. Сталин сила, Сталин власть, Путин такой, как Сталин. Это будет капец. Я думаю, что страна будет изолироваться от всего мира. Будут на поездах друг к другу к Лукашенко ездить. Но это большая катастрофа для 21 века, что Путин со своими преступниками хочет править до конца жизни. Но мы все равно верим в самое лучшее. Мы все равно верим, что здравый смысл должен победить. Очень хочется, чтобы это было без оружия. Но для этого надо, чтобы как можно больше людей смотрело на мир не через ОРТ или РТР,
а хотя бы научилась новости смотреть через своих, не знаю, там, местных блогеров, локальных каких-то людей, ну, через независимые источники. Поэтому пропаганда, которая врет своему народу, должна быть закрыта. Я поддерживаю, что если Путин так поступил с Украиной, то телеканалы его кума точно не должны существовать. Это безопасность страны. Пока. Забыл самое главное. Хороших людей больше. Живе Беларусь, слава Украине. Алга Казахстан, Россия без Путина.